Здравствуй, отец. Что ты тут делаешь? Каждый должен поступать по совести, ты сам так говорил. Я тебя не звал, Лена. Сам справлюсь. Мамочка, я всегда буду бороться рядом с тобой из-за тебя. Фердинанд приехал. Ты в увольнении? За женщин. Вы главная опора нашего общества. Женщины, дети, поляки, евреи, русские. Мы их расстреляли и закидали землей. За дезертирство тебя ждет смертный приговор. Ты бы приговорил меня к смерти? Нет. Я люблю брата, и я не виновен. Бесконечно преданный тебе, Хайнрих. Хельга! Подожди. Как мы справимся? Одни лишь военнопленные и рабочие иностранцы. Вы не можете так поступить, только не с Миколаем. О французах надо сообщать в Красный Крест. Восточную Пруссию надо защищать всеми силами. Тех, кто все бросит, казнят. Я требую полной преданности. Я не слуга. Мы не отправимся, пока все не соберемся. Я могу тебе доверять? Ради твоих и моих людей. Из-за 20 пленных ты рискуешь жизнью всех. Я дала ему слово и сдержу обещание. Тут нечего обсуждать. Мы все умрем. Все мертвецы, вы что, не понимаете это, а? Мы пойдем одни. Прямо сейчас. Лена! Вики пропала. Вики? Я иду искать Вики. Ты должен возглавить поход. Только ты это можешь, Лена. На тебе вся ответственность. Я не справлюсь. Справишься, Лена, ты сильная. Теперь иди, моя маленькая. Пошли. Бегство миллионов. Вторая часть. Фраумайстер, на следующем перекрестке надо повернуть на северо-восток. Лена, мы не можем идти дальше. Нам надо найти пристанище на ночь. Я знаю. Восточная Пруссия, январь 45-го года.
Мы отправимся в 2 часа утра. Так успеем больше пройти. Завтра мы доберемся до Ланштайна. Это огромный крюк, Франсуа. Ist kein Umweg. Нет, Луис, это нужно ребенку. Für Kind. Каждый свободен выбирать свой путь. Мы вместе пойдем в Ланштайн и отведем девочку. Возражения будут? Тогда так и поступим. Изо всех сил я пыталась выполнить свою задачу и позаботиться о своих людях. У людей больше не было сил на сострадание. Вы видели хозяина, миссис Шалер? Вики не было уже 5 дней. Здесь уже больше, чем 90 человек. В сарае, доме. Я не знаю, куда еще их поселить. Хоть для лошадей есть место. Где мы можем переночевать? Дети истощены. Марта Шалер? Фрау Шалер. Рада вас видеть. Графиня, это вы? Это на самом деле вы? Какая честь, какая радость. Давай, Вальтраут, не сиди как вкопанная. Запрыгивай. Еще немного, и больше нам не придется терпеть этого, мой маленький. Поспи, завтра проснешься здоровый. Я освободила для вас место в маленькой комнате. Это не обязательно. Вы не можете спать в сарае, графиня? В самом деле, я настаиваю. Спасибо. Еще я нашла это. Оставь себе, Марта. Нам всего хватает, правда? Миколай. Миколай. Твоя очередь. Я отправила своего ангела-хранителя к мамочке, чтобы она меня нашла. Завтра я тебя отведу в Ланштайн к твоей мамочке. А теперь спокойной ночи. Имение Ланштайн. Я слышал, дороги перекрыты. Нам надо сворачивать на север. Йоханнес? Лена уже здесь? Нет. Тут кузен Эрих из Ольштена. Теперь русские надвигаются из севера и с юга. Если вы еще немного подождете, то они перекроют нам путь через Ногот и Вислу. Мы будем ждать Лену. И пока Софи так болеет. Я схожу, переговорю с Эрихом. Лена, Ланштайн там, а мы все петляем и петляем. В этом нет смысла. Ты на самом деле думаешь, что мы найдем их там? Кто примет 20 военнопленных и маленькую девочку? Даже нормальные люди не находят места. Лена, Франсуа, должно быть, пошел окольными путями.
Она себя погубит, пытаясь найти эту девочку. А ты сказала ей, Бабетта? Мы можем справиться без мужчин. Это нелегко, но мы сумеем. Бабушка Герта, дело не в этом. Где теперь Фриц? И Георг? Если меня не будет в Маленберге, как они меня вообще найдут? Георг никогда бы не оставил свой дом, понимаешь? Никогда. Да что я говорю? Ты меня не понимаешь. Жан думал, что мы пойдем к нему. Он тоже живет в деревне. Он всегда говорит... Обыщите хижину. Все на выход. Пошевеливайтесь. Пошли. Руки вверх. Вики. Вики, скорей. Прячься. Давайте, пошевеливайтесь. А ну, двигайтесь. Выходите. Без проблем. Сейчас. Скорее выходите. Давайте, давайте, шевелитесь. Ну как? Чисто. Документы. Франсуа? Это Алексей. Он убежал от хозяев, испугавшись, что русские его убьют. Нужно подковать лошадей, а то не пройдешь по льду. Графиня, он говорит, что вашу лошадь надо перековать. Он бы очень нам помог. Если он хочет, может отправляться с нами. Он может ехать на Гекторе или Линде. А, я понял. Ich verstehe. Стоять! Пошли. Пошли. Жан! Зачем Господь дал нам разум?
Пригнись! Пригнись! Мама! Мама! Миколай! Миколай! Софи, Рюдигер, ты отвечаешь за 150 человек. Я не пойду без тебя. Ты должен. Я хочу, чтобы ты отправлялся. Я приду с Леной. Мы встретимся в Лиленфельде или Клейсте. Ты говоришь со мной первый раз после смерти Фердинанда. Пошли. Я голодна. Ничего себе. Вот. Морфий. Жидкое золото. Ты пойдешь с нами? Мое место здесь. Доброе утро. Доброе утро. Ты почему не разбудила меня? Я хотела, но Бабетта не велела. Графиня, мы сумели убедить хозяина и старика пойти с нами. Хорошо. Только пусть много не берут с собой. Когда мы доберемся до Ланштайна, станет легче.
Если мы доберемся до Ланштайна, и легче уже не будет. Алексей, Хелен, мне нужна ваша помощь. Надо сдвинуть машину. Бабушка, умоляю, не говори Лене. Все равно весной вы все вернетесь. И скажете, что это было бессмысленно и глупо. Но, малышка, как еще Георг и Фриц найдут меня, если все уйдут? Она не может так поступить. Невозможно, она просто не может. Она права. На самом деле она права. Мы не продвигаемся вперед. А если придут русские? Война, не война, но русские тоже люди. Сегодня мы доберемся до Ланштайна. Немного осталось. Я мерзкий предатель. Эй, бабушка Герта. Вы совсем замерзли. Что вы делаете? Разве я не говорила двигаться? Почему меня никто не слушается? Ох, Лена. Где Бабетта? Где Бабетта? Дядя Йоханнес. Магдалена. Рада вас видеть. Наконец-то. Моя дорогая. Ох, моя дорогая. Лена. Софи. Я иду в Маленберг, фраумайстер, где у меня, по крайней мере, своя кровать. Сегодня я не сдвинусь ни на шаг. И ты тоже. Из личного подвала барона, чтобы отметить встречу. Спасибо, Франсуа. Спасибо.
Где твои люди? Их всех накормили? Почему он не говорит? Он что-нибудь сказал тебе? Нет, ничего. Скорее всего, Бабетта вернулась на ферму. Я вернусь еще до того, как Вики проснется. Спасибо. Картошки хватит на половину зимы, Бабетта. Если бы только Георг знал, фраумайстер, что я на ферме какого-то чужака. Или хотя бы, что я ушла из Маленберга. Пойду принесу дрова. Хотя я не хотела идти. Я так поступила только потому, что вместе с мужчинами исчез этот ребенок. Фраумайстер? Что, допрыгалась? Допрыгалась? Блин, я тебя сейчас устрою! Ну, мне решать, когда баба помрет, понял? Гонка! Бабетта. Так вообще там ходишь в штанах вот в реку, и рыба вот такая. За победу. Давай за победу. Ну что с ним? Ну, давай. Ногами! Обьет! Обвел! С ногами этот мяч надо. Ногами! Ну, конечно, ногами! Теперь это гони дураки. Че, дурак? Что это такое? Нормально объясните мне, пожалуйста. Давай! Так давай наливай. В смысле, такой дурак? Не знаешь, что такое футбол? Значит, мяч там что-то... Можно и руками. Курва! Лена, пошли. Отошел к стене сказал, сука! Сука! Огонь! Там внутри Бабетта и фраумайстер. Оставайся тут. Жди здесь. Ни шага в сторону, понятно?
Бабетта? Бабетта, Was, Frau Meister? где фрау-майстер? Что ты здесь делаешь? Присматриваю за Викторией. Не хочу, чтобы она опять убежала. Ну тогда ложись в постель. Франсуа и мамочка еще не вернулись? Это займет некоторое время, Вики. Но к тому времени, когда ты проснешься, она уже будет здесь. Сюда, Бабетта. Лена, подожди. Пошли. Сюда. Я знаю, где мы. Я знаю эти места. Пошли сюда. Теперь со мной все в порядке. Я в порядке. Нам пора. Надо... Бабетта. Спасибо, что пришел. Я здесь потому, что твоя дочка меня умоляла. Ты почему не ждал меня в Маленберге? У нас был уговор. Ты и твой отец нарушили соглашение. Но вам, аристократам, все нипочем. Я сказал Вике, что Миколай и остальные отправились дальше. А что с ними? Погибли. Все погибли. Жан, Луис, Владимир, Дмитрий, Игорь мертвы. Они хотели поскорее уйти. Я заставил их ждать. Это я их не отпустила. И я не мог ничего поделать. Ничего. Он погиб рядом со мной. Как мой брат. Миколай. Мальчишка. Переселите всех гражданских в подвал и сарай. С нами женщины, дети и больные. Как вы смеете еще в такое время?
У меня 2500 человек, о которых я должен позаботиться. Мы только исполняем долг. Долг? Да ну, перестаньте мне морочить голову. Все жители отправились в бега, потому что их не эвакуировали. Гражданские и военные структуры разваливаются. Именно потому, что все закрывают глаза на правду. Наша доблестная армия превратилась в кучку грубиянов, потому что лучшие погибли. Я рассчитываю, что вы будете уважать домашние правила и остановитесь в сарае. Хайнрих. Мама? Как хорошо, что ты здесь. Пожалуйста, присмотри, чтобы господа вели себя подобающе. Бабетта? Бабетта. Только не сдавайся, слышишь? Помнишь, как я сказала отцу, что жду ребенка, и он отрекся от меня? Когда я гнала скот домой, я зашла глубоко в реку. И вдруг там показалась ты. Ты стащила меня с лошади и наорала на меня. Ты говорила мне, что я должна жить, слышишь? Ты говорила, что всему есть причина. Знаешь ее или нет, но ты должна жить. Бабетта, ты мне нужна. Будь со мной. Поесть вы можете в библиотеке. И пошлите кого-нибудь за мисками, я не стану вам прислуживать. У меня новые указания от полковника Мецгера. Я буду сопровождать вас. Ты обо всем тут заботишься? Это уже слишком. Ну-ка, посмотри на меня. Со смерти Фердинанда ты со мной не разговаривала. Словно это была моя вина. Ты знаешь, что я не виновен. Даже если ты постоянно заставляешь меня так себя чувствовать. Я себя лучше показал в школе. Мне удавалась учеба. Я преуспевал, старался как мог. Но тебя интересовали только твои любимые Константин и Фердинанд. Ты меня не замечаешь. Почему ты меня не замечаешь? Пойду приведу ее обратно. Да, приведи Лену обратно. Дядя Хайнрих, возьми меня с собой. Вики, я не могу. Это не игра. Он найдет твою мамочку. Да. И Франсуа, и Бабетту. Обещаешь? Обещаю. Маленберг, наверное, выглядит все так же. Твой отец предвидел это. Он хотел, чтобы ты уехала еще до Рождества. Я просто не представляла себе, что такое возможно. Я не верила, что мы все потеряем. Надо добраться до Ланштайна раньше, чем русские. С Вики все будет в порядке.
Этот снегопад русским мешает точно так же. Мы придем раньше, Лена. Я пойду посмотрю, как там Бабетта. Этой ночью никто не спит? Давай, иди в постель. Возвращаемся. Наверное, мы разминулись. Лена. Лена. Ты в порядке? Спасибо, Франсуа. Спасибо, что пришел мне на помощь. Спасибо, я уже в порядке. Хайнрих? Что делать с Гектором?
Франсуа, завтра мы поищем Миколая. Ты мне обещал. Мы не найдем его, Вики. О чем ты? Где он? Ты почему молчишь? Он погиб? Да, Вики. Он погиб. Его застрелили немцы. Как ты мог? Как ты мог такое сказать ребенку? Сказать ей правду? Надо было и дальше врать ей. Лена, я должен был врать дальше? Да кому нужна твоя правда, если она приносит только горе? Твоя правда. И где бы я ни была, Господь со мной. Даже если я никогда не увижу Его, точно знаю, что Господь здесь. Аминь. Боже, спасибо, что вернул мне мою мамочку. И прости, что я не присмотрела за Миколаем. Хотя ты и сам мог позаботиться о нем. Теперь ему хотя бы не придется больше бояться ни немцев, ни русских. Давай ему по чуть-чуть каждые 2 часа, и он должен побольше пить. Русские заняли Остероде, Илаву, Ольштен, Моронг и Паслинг. Все дороги на запад перекрыты. Придется пересекать залив. Это прощание навеки? Дай мне еще одну возможность, Лена. Красная армия нас окружила. Восточная Пруссия была изолирована. Наша единственная возможность была пересечь замерзший Балтийский залив. Отступающая немецкая армия поступила так же, тем усугубив опасность. Изможденные, беззащитные, по ломкому льду, мы продолжали путь на запад. Ждите свою очередь и идите по меткам. Не сворачивайте направо или налево и постоянно двигайтесь. Хотите сказать, что лед не одинаковой толщины? Это единственный путь — 30 километров. Ступить в сторону — верная смерть. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Вы не можете все увезти с собой. Не трогайте, уберите руки от моей повозки. Что происходит? Он заставляет нас все бросить. Но он просто хочет присвоить это. Майор, я честный человек. Повозку надо разгрузить. Вольтраут. Фриц? Фриц. Маленький Фриц Бабетте. Подожди здесь. Бабетта. Бабетта, твой сын. Фриц?
Сын управляющего Георга? Да, граф, к вашим услугам. Это для вашей же безопасности. Груз надо перераспределить. Некоторые повозки слишком тяжелые. Меня не интересует, согласны вы или нет. Фриц мой внук и всегда им будет. Господь захотел, чтобы я его нашла, и я его с собой заберу до того, как придут русские. Партия назначила его на эту службу. К черту вашу партию. Она вас предала и продала. Мальчик несовершеннолетний и принадлежит своему подразделению самообороны. Так как оно больше не существует, он принадлежит своей семье. А если вы еще будете нас задерживать, то я доложу об этом. Мама не выходит. Она не понимает, почему груз должен быть перераспределен. Хелен? Хелен, мы... Он заснул. Ему стало лучше? Он поправится. Но теперь он заснул. Нет. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Аминь. Wir werden es schaffen. Мы справимся, все вместе, Gemeinsam. с Божьей помощью. Mit Gottes Hilfe.
ist ein Mädchen. Это девочка. Приближаются самолеты. Скорее, прячьтесь внизу. Вики, Софи, скорее сюда. Давайте. Под повозку. Под повозку, Лена. Оставайся под повозкой, Вики. Мама, ты где? Вики? Тяни, я сказал, тяни. Вики! Мама! Мама! Франсуа? Франсуа! Нет.
Vielleicht muss das alles sein. Может, все предопределено. Vielleicht ist das Может, это важно. wir Menschen Мы, люди, просто не имеем значения. überleben. Живем мы или умираем. Ничего, не плачь. Покормить надо. Das betäubt den Schmerz. Это уймет боль. Was ist mit dir? Что с тобой? Этим ты помогаешь мне, помогаешь всем нам, потому что даешь нам надежду. Просто помоги мне положить этого человека. Nicht jetzt. Не теперь, Später. позже. Почему ты убегаешь от меня? Я не вписываюсь в твой мир? Du bist in Gefahr. Тебе грозит опасность. Ich habe Angst, dass Боюсь, что du musst gehen. тебе надо уходить. Ich flehe dich an. Я тебя умоляю. Du musst gehen. Ты должен уйти. Alle haben gehört, wie sie auf dem Eis. Все слышали, как на льду она прокричала твое имя. Ihr seid in Gefahr. Тебе грозит опасность. Ihr seid beide in Вам обоим грозит опасность. Schon am nächsten Tag На zogen wir weiter. следующий день мы снова отправились. Nach 4 Monaten Flucht, Через 4 месяца скитаний, die unbeschreibliche принесших Seite, неописуемые страдания и Entbehrung mit sich лишения, brachte, kamen wir совершенно endlich, разбитые, ohne jedes мы Hab und через Gut, Тюрингию über Thüringen nach Bayern. добрались до Баварии. Aber auch hier wollte uns auf Dauer niemand Но и haben. здесь мы никому не были нужны. Dieser Krieg Чужаков konnte тут kein не Ende. ждут. Бавария, апрель 45-го года. Лена? Ну что скажешь? Sind wir wieder Мы опять на колесах? Прекрасно. У меня хорошие новости, Лена.
Молоко. Мне пришлось платить за молоко углем, который украл Фриц. Kartoffel und Äpfel. У нас с Алексеем есть кое-что, картошка и яблоки. Прекрасно, дайте сюда. Те, у кого излишек, должны делиться. Это называется мелкая кража, Бабетта. А теперь пошли, а то не успеем вовремя приготовить. Добрый день. Мы идем в Регенсбург. Мы из 413-го стрелкового батальона. Заблудились. Они отступили и оставили нас. Ну, если вы не дезертиры и не воняете как черти, то все нормально. Вы проголодались? Да. Тут хватит еще на троих. Идемте. Поймал. Поймала. Всего доброго. Графиня. Большое спасибо. Военный прокурор. Майор Гернсторф. Там трое солдат вне своего подразделения. Лена. А разве ты пошла не за продуктами? Вы из какого подразделения? 413-го стрелкового батальона. Мы их ищем, лейтенант. У вас есть дальнейшие указания? Нет, лейтенант. Документы. Кто эти трое? Они присоединились к нам некоторое время назад. Что они делают? Оружие? Шмидт, Келлер, взять этих людей под стражу. Зачем они это делают? Война почти закончилась. Софи? Они не могут так поступать. Они забирают этих мальчишек. Конечно, давайте, проверяйте. Я уверен, что они говорят правду. Каждый замок, ферма и ратуша, в Дингольфинге и Эрдинге, даже личные жилища, все забито людьми. Никому не нужны бездомные группы, как наша. Нам не нужны чьи-либо кровати или чьи-либо вши, нам и своих хватает. В деревне все говорят о капитуляции. Она неизбежна. Столько страданий, и все это только чтобы в конце концов сдаться. Das ganze Leid, am Ende zu kapitulieren. Мы разберемся с этими паршивыми коммунистами. Не говори глупости, Фриц. Нам нужен мир, слышишь? Мир. Спасибо. У Вильгельма опять кошмары. Хайнрих, если мы снова встретим твоего отца, я хочу, чтобы ты знал, как много ты значишь для меня. Ты защищал нас и обеспечивал нашу безопасность. Но между нами, Лена, теперь не время. А когда-нибудь придет это время. Тебе не обязательно любить меня так, как я тебя люблю, Лена. Любовные союзы делают людей несчастными. Потому что не бывает на самом деле подходящей пары. Но мы достигли этого. Майор, пора.
Хайнрих, оставайся здесь. Все кончено. Спи дальше, мама. Я скоро вернусь. Господа, я спрашиваю ваше решение. Schuldig. Виновны. Schuldig. Виновны. Schuldig. Виновны. Feuer. Огонь! Из главной ставки фюрера сообщают, что наш фюрер Адольф Гитлер сегодня днем в последнем своем сражении отдал свою жизнь за Германию. Hitler beging Selbstmord. Гитлер совершил самоубийство. Die Russen besetzten Berlin. Русские взяли Берлин, а американцы — Мюнхен. Und am 8. Mai 8 мая, наконец, наступил мир. so ungewiss unsere Насколько Zukunft war, наше будущее казалось неопределенным, sicher wusste ich, настолько же я была уверена, dass sie nichts mehr mit что der оно Welt не zu будет tun haben похожим на мир, в котором мы жили. würde. Und dass ich И nicht я сама уже была не такая, как раньше. У нас уже полно прусских беженцев. Даже больше, чем надо. Я ищу своего мужа. Все кого-то ищут, но чем мы можем помочь? Вы случайно не... Меня зовут Гернсторф. Графиня? Какая честь! Граф не здесь, он в Мюнхене. Но зайдите. Пойдемте. Вот ты где, Макс. Вы двое раздевайтесь. Совсем плохо, купание тоже не поможет. Я всегда мечтала о такой жизни, в которой у всех одинаковые возможности. Мой Фриц тоже. Вот все, как должно быть. Социализм без национализма. Это все, чего я хочу. Коммунисты верят в то же самое. Но ты ненавидишь русских, мама? Да. Но я ненавижу и немцев, которые убивали женщин и детей в деревне Алексея. Мама, это вражеская пропаганда. Тут что, одни грязные свиньи и предатели? Фриц? Ты зачем рассказываешь ей все это дерьмо? Ложь и поклеп. Он возвысил нас. Фюрер возвысил нас, а вас он уничтожил. Ты сошел с ума. У тебя в голове одна гниль. Ты тоже его предала, мама. Мы подвели фюрера. Софи. Я смешно выгляжу. Я был в Мюнхене. Не просто найти нормальную работу и место жительства. Я не привык выпрашивать. Софи, это уже слишком.
Этим может заняться Барбара или наша добрая Рейзи. Не Барбара, Бабетта. Да, конечно, Бабетта. Я хотел бы чашечку черного чая. Я приготовлю. Не могу терпеть этих барских замашек. Даже с твоими я едва мирюсь. Софи только что рассказала нам. Вы расстреляли их. Вы расстреляли этих бедных солдат. Зачем? Что это изменило? Лена, я никогда не поступал против действующих законов. Никогда. И это значит, что ты полностью соответствовал этому режиму. Ты не понимаешь. Лена, попытайся понять. Мы мелкие винтики. Мы не могли этого остановить. Что я должен был делать? Ты один из них. Ты ни на йоту не лучше. Лена, ты требуешь от меня слишком многого. Я не тот герой, которого ты всегда искала. Когда я буду судьей в Верховном суде, тогда ты поймешь. Рюдигер. Иди спать. Я всегда хотел, чтобы хоть один из моих детей был похож на тебя. Чтобы они не всегда делали то, чего другие ждут от них. Я тоже не всегда делала то, что другие ждали от меня. Раньше или позже приходится показать свое истинное лицо. Если бы я на это решилась, то не прогнала бы человека, которого боялась любить. Я всегда этого избегал. Договоренностей, компромиссов. Как там постоянно говорил твой отец? Круг виновных. Теперь я попал в него. Софи всегда это понимала. Но она все равно и дальше терпела меня, согласна? Для меня ты всегда была моей любимой маленькой невесткой. Даже в детстве.
Здравствуйте. Здравствуй. Часто именно боль заставляет понять, что мы что-то потеряли. Я искал тебя в замке, в Регенсбурге, но тебя там не было. Тогда мне помогли американцы. Если бы я только знала. Я работаю на контрольный совет. Помогаю отличить виновных от невиновных. Я не хочу снова тебя потерять. Спасибо за все. Всего доброго. Идем. Вильгельм, пошли. Вики, нам пора. Франсуа. Спасибо. Оно принадлежало моей матери. Я буду ждать тебя. Я приду, обещаю. Когда я отведу всех домой, я приду с Вики и Вильгельмом.
В Европе примерно 30 миллионов людей потеряли свои дома во время войны.